Привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями. Друзья, машинка, прицеп. Это значит, что я еду на рыбалочку с ночевкой. Интересный план. Я собираюсь рыбачить на каяке, ловить щуку сегодня днем. Вечером я буду в лагере. У меня будет палатка, у меня будет банька, у меня будет вкусное блюдо на костре. И я буду ночевать на берегу реки. Завтра я либо половлю на фидер, либо отправлюсь в сплав, либо половлю на кружки. Посмотрим, чего моя душа попросит. Сегодня у меня вот такой вот каячок Time Trial. Здесь один баллон накатан, и сейчас накатаю второй баллон. Сплавляться мне где-то петель 7, но для меня это достаточно много, потому что я почему-то все равно обычно очень медленно плыву, пока бросаю одно перспективное место, пока второе. С собой беру немного фиников, кофе, возьму с собой чашечку кофе, у меня будет с собой бананчик, и у меня с собой будет вот такое вот филе индейки. Удилище я уже соберу на месте возле реки. Почему? Потому что нам сейчас придется довольно-таки долго лодку тянуть до точки начала сплава. Все собрано. Беру свой каячок и тяну вот туда вдоль от дорожки. Река у нас вот здесь вот за травушкой. Осторожно, осторожно. Спиннинг у меня снова Sea Arian. Я оснастилась, вот такая приманка, вот такой крючок. Приманка небольшая, грузик, грамм, наверное, 8-12, но прикольный грузик, интересный. И флюорокарбончик у меня 0,3, довольно-таки длинный поводок. Дни у нас все короче, солнечные, поэтому, конечно, круто, что я приехала сюда на рыбалку с ночевкой, наконец-таки. Я уже этим спиннингом ловила на все приманки. Я ловила и на вертушки, я ловила и на колебалки, я ловила и на воблера. Ну вот, мне уже нифига не жарко. О, удар был. Есть, 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 есть. 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 Нифига себе. Нифига себе, уже поймала. Ёпсель-матрёпсель, ребята. Есть. Подсекать не умею, блин. Не научилась. За столько лет не научилась подсекать. Вообще странно. Подвисла как это. О, какая красота. Посмотрите. Попалась, ну, такую вот. Сегодня у меня наконец-таки с собой куканчик. Ага. Вот так. Наживляю. Первым делом я ставлю в стакан спиннинг, потом я вытягиваю якорь и все, и плыву дальше. И плыву дальше и буду стараться вот так вот и продолжать рыбалку. Блин, если клюнула одна, значит клюнет еще. Как вам мой новый жилетик? Супер модный, современный. Такие жилеты сами наполняются углекислым газом в тот момент, когда вы попадаете в воду. Если они не срабатывают, есть специальная вот тут вот веревочка такая вот, за которую можно дернуть. Ну, у меня, видите, новенький жилетик. Места сейчас шикардосные. Ну куда ты меня разворачиваешь?
Куда ты меня разворачиваешь, а, все время? Лодка. Вот оно может больше цепляться из-за того, что вот этот грузик, да, он такой вот подвижный. Не обтекаемой формы, как рыбки голова идет, а вот такой вот. То есть он становится, а рыбка вот так вот вверх торчит. Плыву потихонечку вниз. Сейчас будет интересный поворот, который можно будет обловить. Ага. Так ты тут тоже должна стоять. Фига себе, какие места. Да, конечно, с джиг-головкой и с резиной я забрасываю гораздо дальше, чем вертушками. Хорошо летят очень. Идут то какие-то перепады, знаете, глубины. То глубоко, то не глубоко. То на несколько счетов падает приманка. То вообще как будто поднимается вверх по этим песчаным дюнам, которые там на дне. Вода вообще мутная, потому что были дожди у нас вчера по всей республике. Все нормальные люди собирают грибы, а мы тихонечко поехали на рыбалку. Вот из-за того, что я швартуюсь на один якорь, да, меня начинает туда-сюда кружить. Из-за этого мне потом неудобно становится забрасывать. Я не знаю, как правильно привязывать якорь для того, чтобы все время вот так вот как-то смотреть, да, вперед. Я вроде бы его там на шнуровке отправила чуть-чуть дальше, да, в зад лодки. И вроде бы теперь как бы прямо чаще всего стою, но все равно может разворачиваться. А вот здесь вот бобер литой. Видал, или какие ходы он наделал тут, а? Вон, начесал всего, ёпсель-матрёпсель, а. Подсмотрела у нашего белорусского блогера цвет вот такой вот воблера. Нашла у себя такой же. У меня какой-то Юзуми. Я не знаю, что это за контора. Сейчас посмотрю. Главное, чтобы он работал. Так, значит, он всплывает. Это хорошо. Он всплывает. И при проводке нормально так заглубляется. Смотрите. Оп. Видите, всплыл. И вот проводочку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас в обратную сторону. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пошел, заглубляется. Такая красота у меня сегодня лежит. Коробочки с вертушками, с колебалочками, с воблерочками. Резина. Зачем, да, чуть-чуть притормозить? Нахрена? Естественно. Красавчик, да? Красавец. Вот красавец. Очень уважительное отношение к другим рыболовам. Так. Ну, где-то здесь. Сейчас проверим. Оп. И так вот. Оп. И вот такая штука получается. Груз будет стоять на дне, а приманка должна у меня находиться вот в толще воды будет. Прикол. Это такое может цепляться. Сейчас проверим за что-нибудь. Как оно будет проходить, если там будет трава. На такой глубине, конечно, надо, может же, головку 8 поставить. Думала, сейчас побрасываю, успела бросить воблером, успела побросать колебалкой. Вот вертушка зацепилась и не отцепляется, поэтому отчаливаю. Оп. Знаете, что мне нравится? Что в такой рыбалке не нужно никуда торопиться. Видите, он проплыл, он же не стоит возле меня. Здесь река такая, она узкая, но маленькая.
Поэтому нужно плыть дальше, а не становиться всем на одной яме и типа бросать в одно место. Вот так. Хорошо. Очень хорошо. Переделала, поставила другую приманку, поставила меньшего размера. Вот такой. Ну, это самый универсальный цвет, самый универсальный размер. Джиг-головка у меня чуть меньше, если не ошибаюсь. Здесь 8. Крючок. Нормально, я надеюсь. Засечет. Флюорокарбоновый поводок 0,3. Сейчас посмотрим, сколько будет заглубляться. Вот она упала. О, поклевка была. Это была поклевка. Блин. Было прикольно, была поклевочка. Сейчас посмотрю. Как ударчик, знаете, такой сбоку. Слушайте, ну, по крайней мере, вот поставила меньше приманку, меньшего веса джиг-головку, знаете, что, и начались хоть какие-то касания. Один удар был у меня здесь, и вот сейчас было такое касание, может, окунёк или что, но 100% что-то трогало. Ну-ка еще разочек. Вот оттуда, может, на свале или что. Но я выбрасываю. Обрез, ребята. Опа! Это был срез, ребята. Срез приманки. Вот так вот. Понятно. Вот так. Там хорошая рыба. Попробую ее доловить сейчас. Большего размера. Угу. Даже можно было где-то вот здесь пройти. Ага. Так. Пипец, как только меньше размером поставила приманку и легче сразу несколько поклевок в разных местах. Вот что нужно. Нужно меньше вес приманки, понимаете? Попробую ее доловить. О, была. Был удар. Ну давай, пожалуйста. Был удар, ребят. Хорошая рыбина, понимаете? Сидит. Ну что она мне тут? Ничего не сделала. По беленькой, по этой только ударила. Еще разочек. Только что снова была поклевка. Отвечаю, снова была. Я попыталась подсечь, не засекла. Сейчас посмотрим, что там с приманкой. Приманка идет, но... Может, что от нее откусила? Что там такое за монстр, блин, не хочет поддаваться, а? Блин, вот хвост почти, видите, откусила. О. Пока сплавляюсь, проще всего воблером ловить. Серьезно. Проще всего делать такие проводки.
Вот я сплавляюсь, у меня воблер плывет за мной, плюс я его подтвичиваю, у меня произошла сразу же поклевка в одном месте. Там щука, наверное, килограмма на 3 была. Серьезно, я ее увидела, она такая вот и все. И все. Это говорит о чем? Это говорит о том, что если будет хищник, который хочет есть, он что сделает? Он клюнет. И, кстати, это было на прогоне. Вот такая машина там была. У меня даже фрикцион сразу сработал. Бляха, и она сошла, потому что ее уже, наверное, раз 10, блин, ловили. Она уже, наверное, знает, как нужно себя вести, чтобы выжить. Плыву уже достаточно долго. Можно было сразу пробовать сплавляться, именно плыть. Потому что, видите, не могу понять. Эти паузы ни к чему не приводят. Я уже почти в лагере. Очень холодно становится. Солнце спряталось уже за горизонт практически. И становится... Да, блин. Весьма холодно становится. Я решила снять чужую приманочку и посмотреть, на что тут ловят. Сейчас покажу. На какую? Ну и заодно уберем плетенку здесь из воды. Вот такая вот трофейная. Наверное, сегодня зацепила, кстати. Чего не отцепили? Подожди. А чё ругаешься? Тихо ты, ёпси мать. Подожди меня. Что, рыбу? Опа! Моя собачка. Рыбку показать? Давай, покажу сейчас. Смотри. Вот она. Смотри. Смотри. Иди посмотри сюда. Иди посмотри. Нахожусь уже в лагере. Вот стоит мой шатер. Он готов к ночлегу. Здесь рядом достала из реки Фишкаяк. Там сзади стоит прицеп. Здесь кухня, пёсель. Здесь оператор ловит на фидер и ничего мне на живца даже не поймал. Вот такие вот дела. Здесь у меня сковорода из диска бараны, на которой я буду готовить сегодня кушать. Есть дровишки вот такие вот. Есть банька, которую сейчас распаливаем. И, конечно же, туалет. Здесь у меня машина стоит. Здесь у меня стоит прицеп. И здесь непосредственно вся полянка. О, красиво. Лодочку сейчас нужно прибрать. Мне тут собрать все мои вещи. На фидер ловим живца на завтра. Я думала, живца не будет, а живец будет. Вот у меня уже есть вот такая вот плотвичка. Нужно будет ее присадить, я думаю, в садочек и оставить на живчика. Хорошо, если будет живец на завтра. Можно будет установить жерлички. Опа. И поехать в какой-нибудь старичок. Ниже по течению здесь есть старики. И в старике половить рыбку на спиннинг и на живца.
Ёпсель-матрёпсель. Нифига себе, плотва. Это я понимаю. Владыка перстархоза. Красивая плотвень. Оп. Ну, пускай будет, но, конечно, на живца ее не поставишь. Ну, такая она какая-то большая. Мне такая большая на живца не надо. Мне надо поменьше, понимаете? Клюет, блин, рыба клевала. Так, ребята, сейчас расколем, блин, на дровишки. Ого, вот это да, смотрите, береста. Вот это вот можно использовать для розжига костра. Смотри. Вот ради интереса, как хорошо горит. Офигеть. Ух ты. Я даже не знала, что прям свернулось. Офигеть, смотрите, как горит хорошо. Действительно можно ей развести. Ты видишь? Нафигачить. Рамс, ты видишь? Даже не потушить. Вот она, береста, прикол. Знаете, что я сейчас сделаю? Я возьму ее и сохраню себе в какой-нибудь пакетик. И в следующий раз, возможно, она мне понадобится, я ее использую где-нибудь, где буду разжигать костер. А почему нет, слушайте? Очень даже удобно. Смотрите, я в купальнике. Это не значит, что на улице лето. Это значит, что на улице уже октябрь месяц, а точнее практически его половина. И за 4 месяца я ни разу не сходила в баню, потому что просто некуда было ее положить. Наконец-то с собой прицеп. И что я делаю? Конечно же, иду париться в баньку, друзья. На улице, наверное, около, не знаю, 2-3 градуса тепла. Я остываю для того, чтобы пойти и окунуться сразу в это теплое. На самом деле я не остываю, специально стою. Я жду, а вдруг клюнет. Я вам вру. Ой, кайфуша! Ой, кайфуша! Так, у нас 72 градуса. Когда клюнула первая щука, я на самом деле думала, что вот оно сейчас пойдет. Потому что она клюнула на первом забросе. Но примета, вот это вот страшное, то, что типа, если клюнула на первом забросе, значит потом не будет клевать, и ты ничего не поймаешь, она реально оправдалась. Потом очень долго не клевала, начало светить яркое солнце, было очень тепло, офигенная погода, но такую погоду не любит щука. Вот если бы не было солнца, и было точно так же мало ветрено, было бы офигенно. На одном из участков реки, где-то за вторую половину дня, у меня появились поклевки с одной достаточно глубокой точки. Это был вход в поворот с быстриной, и там явно что-то лежало на дне, потому что у меня постоянно за нее цеплялась приманка. Я поставила силикон. Я, кстати, приманки постоянно меняла, и я снова поставила силикон, и у меня произошел срез. Прогон, и когда я проплывала, я видела, что туда, куда я бросила, да, там лежало какое-то дерево рядом, и там была трава. С берега росли ивы. Я думала, под ивами щука типа не сидит. Чаще всего под ивой сидела щука. И у меня такой прижим. Я думаю, да ёпсель-матрёпсель. Опять что ли зацепилась коряга? И тут я вижу, как она просто выходит, такая торпеда. Ну вот такая, ребят.
Ну, я вам отвечаю, вот такая, ну, наверное, килограмма на 2,5, на 30, 100%. Если бы я ее поймала, и одну, и вторую рыбу, это, конечно, было бы здорово. Вы думаете, когда я плыла здесь уже недалеко от лагеря, у меня произошла поклевка на калибло. Кто бы мог подумать, да? У меня до этого все на калибло засекалось. И снова сход. Что с рыбой, я не понимаю. Почему она решила у меня сегодня все время сходить, я не знаю. Ну что, идет парчела? Нормально, да? Слушайте, я прям вся спотела сразу, посмотрите. Вы думаете, я вот так вот сразу потела? Никогда я раньше не потела, пока не стала ходить вот так вот регулярно в сауну. И теперь я постоянно очень хорошо потею. Почему? Потому что нормально. Люди должны потеть равномерно. Что-то меленькое. Сейчас посмотрим, кто там. Даже если пескарик можно брать, ребят. Даже если пескарь, то можно брать. Потому что я посмотрела, оказывается, на пескаря и щука, и судак, и окунь все берет. Слушайте, если рыба будет в добром здравии и захочет клевать, это обалденный живец. Можно на самом деле попробовать поставить. У меня есть красный опарыш здесь. Поставить 2 красненьких опарыша вместо беленьких. Так, и вот оно. Сюда. Ёпсель-матрёпсель, а? Ё-моё. Ой, потекла соль в глаза. Пот в глаза потек, и все. Щипать начинает. Ой, хорошо. О, хорошо, все по ногам вообще. Огонек. Ой, ёпсель-матрёпсель. Воу, штормит. Сердце вообще. Если бы я не сделала это был бы неполноценное парение. Понимаешь? Надо посидеть, блин. Какая-то рыбка, если я не ошибаюсь, плотва, то, что нам надо на живца. Да? Кто это? What's up? Что это? Что это? Это елец, конечно же. Вот он. Ельчик такой. Красавчик, конечно. Красивая рыбка. Вот такая. Ну и она нам, конечно же, не нужна, блин. Такого на живца не поставишь. Я говорила, что сделаю кое-что вкусненькое. Я собираюсь сделать что-то вроде бы плова такого, да. Кто-то, может быть, скажет, что это не плов, плов готовится по-другому, только чисто там в Казани. Не вопрос, оставляйте свои рецепты в описании.
как легко и быстро сделать плов в походных условиях. Я же в свою очередь покажу, как я сделаю это сама быстро, буквально за 20-25 минут. Рис я готовлю вот в таких вот специальных пакетах. И, конечно же, кастрюлька, в которую сейчас наберу воды, закипячу ее, посолю и на 20 минут туда отправлю рис. Рис забирает много соли, поэтому можно, в принципе, солить как-нибудь так. Сейчас мне нужно нарезать мясо и отправить его на сковороду. И режу я его мелкими кусочками, как вы понимаете. Пока нарезала мясо, уже закипела вода. И вот, раз пакетик, два пакетик, 3 пакетик я отправляю в кипящую воду. Немножко уменьшаю огонек. И жду 20 минут. Но не просто жду, а готовлю дальше. Сковорода уже нагрета хорошо. И отправляю туда жариться мяско. Как вы видите, я успела подготовить еще чесночек и лук. После того, как обжарится мясо, я нарежу сюда лучок, чесночок и обжарю вместе с мясом. Чеснок я измельчаю. Не сильно, но измельчаю. Как только лучок зажарится, можно добавлять сюда будет морковку, которую я сейчас тоже подготовлю. Мне нужно ее почистить и натереть. Так, и третий пакетик. Вот оно все, такая красота. Приправим специальными специями для плова. Вот так. Загружаем рис. Оп. Ну что, ребят, снимем, посмотрим, что у нас получилось. Оп. И... Слушайте, ну, впервые в жизни готовлю плов. Вот типа вот такой вот я готовлю. Первый раз в жизни. Вот серьезно. Обалденчик. О, мяско есть. Все есть. Это вместо, знаете чего? Вместо, допустим, каши с тушенкой. Взяли, сделали зажарку. Вот вам. И типа что-то плова. Готово. Даже по цвету похоже на плов. А все почему? А все потому, что специи у меня специальные. Кто молодец? Юлька молодец. Юля всегда молодец. Столько поклевок сегодня получила. Правда, ничего не засняла. Откуда я знала, что она будет клевать? Тот, кто рыбачит, тот меня поймет. Можно было, ребят, меньше все жарить. Все готово. Уже прикольно. Не хватает этого жирности чуть-чуть.
Такой прям. Это потому что делали прям на огне, там сковорода, это диск брони, поэтому мяско, оно отдало сок, и он высох. Смотрите, Редверк работал всю ночь. Это мы его включили, когда уже было темно. Темно было в 7 часов. Это 12 часов стоит, работает. Я офигеваю. 12 часов стоит, работает, еще и на морозе в придачу. Ну и, конечно, мороз может отрицательно все это, но все равно проработал уже. Красота, Рамс. Интересно, кто? Оп, плотвичка, ребят, на живца, самое оно. Ну, живца я точно наловила, ребят, себе. Живец, главное, есть живец. Собираю спиннинг. Стаканчик его сюда, воблерок поставила. Буду плыть, не буду почти швартоваться. Когда закончила я все подготовительные мероприятия, как раз появился. Стало теплее. И вот, наверное, еще один живец. Да. Еще одна плотвичка. Хорошо. Опа. Вот два. Чтобы не замерзнуть, я себе вот сюда под ноги, ребят. Вот. Ложу вот такой кусочек изолона. Сюда. Корабль готов, ребят. Все самое нужное, как обычно, с собой. Сюда в сумку сейчас еще положу, немного перекусить с собой возьму. Наконец-то я снова отчаливаю. Офигенное ощущение. Я понимаю, что снова светит солнце, и это, наверное, не очень хорошо для рыбалки. Но ощущения невероятные. Вчера сплавлялась на каяке. Вечером банька, ночевка в палатке. Сегодня утром было так зябко, так... а сейчас так офигенно. И я плыву на лодочке, чтобы половить щуку, ребят. Просто посмотрите, какая красота. Просто что-то нереальное видеть. Обалдеть. Это, конечно, какой-то просто нереальный вайб на реке сейчас. Просто вот ощущение не передать словами. Вы не представляете, как я счастлива, что я сейчас здесь нахожусь. Это просто обалденно. Это как-то вообще... Это же невероятная красота. Не верится, что я здесь есть. Просто не верится, что такая красота. Посмотрите. Разве вы скажете когда-нибудь, что я в Беларуси нахожусь? Нет. Впереди как такой, видите, завальчик, мелячок. Я знаю 100%, что здесь под обрывом, вот под вот этим вот жереб. Я 100% знаю, что он здесь есть. Я видела. Интересный участок. Здесь под моим берегом углубление. А вот сейчас под правым берегом, видите, там травушка. И вот здесь вот в таких вот закуточках может сидеть щучка. Очень даже может. Длиннющий прогон, маленькая глубина. Несет довольно быстро по течению. Рыбу вообще здесь не вижу.
Смотрите, только что произошел удар. Делаю 3 подворота. Паузу немножко тяжеловато. Эта штука, ну. Вот. Да. Ну, вот это 100% место, где должна стоять щука. Вот здесь вот, там где трава, хорошее такое углубление. Я сейчас отбрасываю такой приманочкой, небольшой. Она может стоять и рядом. Не обязательно, чтобы она стояла прямо под травой. Она может стоять где-то на углублении недалеко. Добралась вот до одного интересного места. Здесь вход в Старик. Сейчас посмотрим, возможно ли здесь раскинуть пару живцовочек, постоять чуть-чуть. Можно здесь пообрасывать вправо. Хорошая глубина. Малек вот какой-то выходит. Ощущение, что там все пересохло. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Вообще в таком месте может быть рыба, слушайте. Это вот такая вот старица интересная. Короче, была не была. Буду поставить живцовки. 3 штучки постою, может, минут 20 каких здесь. Если нет, то плыву дальше. А вдруг? Здесь очень маленькая глубина, но здесь есть малек. Как показывает практика, там, где есть малек, там есть и хищник хоть какой-то. Я ее вот сюда под плавничок. Тык-тык-тык. Мне кажется, я что-то с ним плохое сделала. Нет, все плавает. Уплываю здесь на серединку, и мне нужно будет оставить это место минут на 20, 100%. Я засеку просто время. Угу. Сейчас посмотрю, где. Здесь более или менее. Ну, прям можно здесь попробовать поставить. Прям вот здесь можно поставить. В таком вот интересном месте. Видите, туда дальше есть какая-то вода, а я ее оставляю вот здесь и уплываю обратно. Ну, надо чуть-чуть. Хотя бы вот так. Я отплываю отсюда, становлюсь на такую как линию заброса и побросаю, поджигую. На яме, здесь яма 100%, здесь должна быть щучка, я уверена. О, платочка плавает. Платочка плавает. Значит, 100% может быть рыба здесь. Так как здесь вход в поворот, выход из Старика. Видели? Приземлилась, бляха-муха, но еще не хватало мне. Ставлю резину и пробую поймать рыбку на резину. Для чего? Почему именно на резину? Потому что я хочу добивать до дна. Забросила. Проверяю глубину. Ну, не так глубоко, как хотелось бы. Да, не глубоко. Есть, ребят, наконец-то. Наконец-то есть, ребят. Наконец-то есть. Я не могу сказать, что прям крупная, но есть. А, это окунь вообще. Ого. Ого. Ого, какой окунь. Фу. Офигеть. Зацените.
Блин, ну жалко, что не щука, но и то хороший знак. Отлично. На огромную блесну я думала, может, щучка будет маленькая, но это окунек. Сейчас я его аккуратненько сниму. Оп. И вам покажу. Блин, ну неожиданно, конечно, но... О, вот такой красавец. Ну и, конечно, его сейчас отпущу. Мне такой малыш не надо. Давай, дружище. Плыви. Видите, куда стал? Вот так вот он и стоит. 30 минут прошло с момента установки. Не вижу, чтобы на кружочке была какая-то реакция, поэтому я их собираю и, естественно, еду дальше. Солнышко потихонечку начинает пропадать. К концу сегодняшнего дня обещают дождь. Ну, с одной стороны, это плохо тебе, потому что будет прохладно сейчас, а с другой стороны, это хорошо. Может, щука выйдет питаться. С самого утра на воде, когда еще туман был, все. Не было ни всплесков, она даже не гоняла малька. Понимаете? Есть, ребят, на резину, блин. Но я еще не дотянула, но что-то такое хорошенькое. Ой-ой-ой. 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 О, получше. Получше, блин. Опа. Есть. Есть, ребятки, на резину, прикиньте. Блин, ёпсель-матрёпсель. Вторая щука за сутки на резину. Обалденно. Видали? Это пиявка. Ой, еще стоят, не едят, блин, нифига. Ай-яй-яй, какая красота, посмотрите. О, видали? Наконец-то. Ну, вся в пиявках, понимаете. Не жрет она. Оп. Так. Блин, главное, как сейчас за руку не укусила. Вот подскажите мне, по какой причине у меня израсходовалась сегодня вся... Это ж это на забросе. Что со мной не так? Я что-то не так... Я не могу понять. Меня почти все, блин, израсходовала. Катушка, может, что-то уже навернулась. Я не знаю. Очень удобно. Такие консервы. Вот, гляньте. Оп. Говоря, я думала, он будет тяжелее, холоднее. Места здесь красиво очень. Глубины почти нет. Ну, такая метр. Есть, ребят. Решила пока
Лодку там собирают мою. Ой, окунь гнался, прикиньте. Прикол. Решила пройти по той части, на которой я еще не рыбачила. Вместе с силикончиком. Только что был ударчик, смотрите, что сделала. Это уже щука, я думаю, была. Сейчас мы ее попробуем доловить. Вот. Хорошее место, я спряталась. Перебрасываю через пустец вот так вот. Оп. Есть. Нету. Ребят, видели? Проверю теперь. Это у меня. Не засеклась его, просто. Ну-ка еще разочек. Эта прекрасная рыбалка завершается. Дождь так не пошел, но вон, похоже, что-то, видите, сзади меня на фоне собирается. Вечереет, солнышко опускается в закат, но у меня еще есть время половить. А вам я говорю, конечно же, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно, следите за обновлениями, друзья. Мне нравится такая рыбалка, мне нравится с ночевкой, со спиннингом, закидушками. Любая. И если вам тоже нравится такая рыбалка, если вы тоже любите активный отдых и образ жизни, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!